После того, как Ло Фэн вместе с лидером города первичного хаоса покинул первичную вселенную, для него началась совершенно новая глава жизни. Они вошли в океан Вселенной, бескрайнее пространство, наполненное хаотическими потоками энергии, древними тайнами и бесчисленными опасностями. Здесь собирались сильнейшие существа разных эпох, а сама первичная вселенная считалась лишь отправной точкой для по-настоящему великих рас и экспертов. Ло Фэн сразу почувствовал разницу между океаном Вселенной и обычной Вселенной. Даже хаотические потоки энергии здесь были настолько мощными, что могли уничтожить бессмертных существ за считанные мгновения. Лидер города первичного хаоса объяснил, что именно эти потоки становятся источником силы для миниатюрных вселенных высших существ. Все пространство вокруг казалось древним, холодным и бесконечным. Обернувшись назад, Ло Фэн впервые увидел первичную вселенную со стороны. Огромная мембрана, окружавшая ее, выглядела величественно и неприкосновенно. В тот момент он особенно ясно понял, насколько мал по сравнению с настоящими вершинами океана Вселенной. Все, чего он добился раньше, здесь было лишь первым шагом. После этого они начали путешествие через естественные червоточины и хаотические области. Телепортации на тысячи световых лет здесь были обычным способом передвижения. Спустя некоторое время лидер города первичного хаоса привел Ло Фэна к разрушенной миниатюрной вселенной, которая когда-то принадлежала высшему мастеру вселенной. Ее мембрана была покрыта трещинами, внутрь проникали хаотические потоки, а среди обломков плавали разрушенные континенты и остатки миров. Именно здесь Ло Фэн узнал одну из главных тайн океана Вселенной. Оказалось, что существует уже 3 эпохи реинкарнации Вселенной. Их эпоха была лишь третьей и самой молодой. До нее существовали еще 2 эпохи, пережившие полный цикл разрушения первичной Вселенной. Существа тех времен были намного древнее, опытнее и сильнее нынешних мастеров Вселенной. Лидер города первичного хаоса также рассказал о 2 загадочных «святых землях», гигантских миниатюрных вселенных, переживших бесчисленные эпохи. Их размеры и сила во много раз превосходили обычные миниатюрные вселенные. Практически все эксперты святых земель владели сильнейшими техниками океана Вселенной и обладали опытом, накопленным за неисчислимое количество лет. Ло Фэн был потрясен. Даже вся первичная вселенная, в которой существовало около 1000 мастеров вселенной, лишь примерно равнялась по силе 2 святым землям вместе. Но самое страшное заключалось не в количестве, а в качестве. Существа этих древних сил уже давно стояли на вершине и пережили то, что нынешним поколениям было трудно даже представить. После этого лидер города первичного хаоса передал Ло Фэну секретную информацию, которую человечество собирало бесчисленные годы. Изучив ее, Ло Фэн впервые почувствовал настоящее давление. Он понял, что в первичной вселенной уже считался одним из сильнейших мастеров, однако в океане вселенной все было иначе. Здесь его сила находилась лишь на нижнем уровне среди настоящих экспертов. Но лидер города первичного хаоса не стал его успокаивать. Наоборот, он объяснил, что именно такие испытания помогают становиться сильнее. Благодаря своим сокровищам, способностям к выживанию и огромному потенциалу, Ло Фэн уже обладал правом путешествовать по океану Вселенной, пусть пока и оставался новичком среди древних монстров. Во время дальнейшего пути они пролетали мимо множества опасных земель. Лидер города первичного хаоса рассказал, что человечеству известно более 3000 подобных мест, и каждая из них может уничтожить даже мастеров Вселенной. Одной из таких территорий была река вибрирующего песка, опасная область, где неосторожная телепортация могла привести к мгновенной гибели. Однако настоящим потрясением для Ло Фэна стал сектор покосившегося пика, одна из 3 величайших опасных земель океана Вселенной. Перед ним возвышалась гигантская гора высотой почти 100 миллионов световых лет, словно расколотая неизвестной силой.
Вокруг нее вращались огромные небесные скалы размером в несколько световых лет, а гигантские водопады создавали целый водный домен вокруг горы. Даже находясь далеко от главной области сектора, Ло Фэн ощущал чудовищное давление этого места. Лидер города первичного хаоса объяснил, что внутренние области сектора способны уничтожить даже высших мастеров Вселенной. Здесь погибали бесчисленные эксперты, но именно поэтому тут скрывалось огромное количество сокровищ. Позже они добрались до временной базы человеческой расы, расположенной на одной из небесных скал. Здесь уже собрались мастера Вселенной человечества и Альянса Хун. Именно тут Ло Фэн впервые встретил сильнейших экспертов человеческой расы в океане Вселенной. В огромном дворце за круглым столом собрались 7 великих существ, которые специально пришли поприветствовать нового мастера Вселенной. Среди них были мастер Пен Гум, абсолютный мастер тьмы, мастер огненный камень и другие. Они напомнили Ло Фэну древнюю традицию океана Вселенной, пожелание бесконечных истинных сокровищ и вечной жизни. Ведь каждый, кто приходит сюда, ежедневно рискует собственной жизнью ради силы и сокровищ. Однако вместе с поздравлениями Ло Фэн получил и серьезные предупреждения. Мастер огненный камень прямо заявил, что Ло Фэн пока слишком слаб для самостоятельных приключений. По его словам, существа первой эпохи Вселенной давно обезумели от страха смерти. Их эпоха подходит к концу, поэтому они готовы уничтожить любого ради шанса стать сильнее и выжить. Особенно опасны 2 священные земли. Их жители невероятно могущественны и владеют сильнейшими техниками. Слова огненного камня звучали грубо, но в них была правда. Хотя Ло Фэн обладал миниатюрной Вселенной, крыльями Шиу и чашей огненного песка, в океане Вселенной этого все еще было недостаточно. Многие древние мастера могли легко сокрушить его. Ло Фэн молча выслушал все это. Внутри он чувствовал недовольство, но понимал, что доказать свою силу можно только действиями. После разговора остальные мастера Вселенной покинули дворец и отправились исследовать опасные области сектора покосившегося пика. Даже лидер города первичного хаоса вскоре ушел в собственное путешествие, оставив ученика одного. Ло Фэн остался среди бесконечного хаоса океана Вселенной и начал внимательно изучать карты, информацию об опасностях и сведения о великих существах разных эпох. Через некоторое время с ним неожиданно связался Цзо Шанькэ. Учитель сразу догадался, что Ло Фэн находится в одной из земель Экстремиса, самых опасных мест океана Вселенной. Он предупредил ученика быть осторожным и не надеяться постоянно на помощь других. Тем временем, далеко в глубинах океана Вселенной, сам Цзо Шанькэ наблюдал за происходящим. Он разговаривал со своим старшим учеником Пу Ти и признал, что именно Ло Фэн обладает самым большим потенциалом среди всех его учеников. После этого Цзо Шанькэ дал Пу Ти редкое сокровище и отправил его в океан Вселенной, словно готовя почву для будущих событий. Вскоре Ло Фэн впервые отправился исследовать водный домен сектора покосившегося пика. Стоя на огромной небесной скале, он смотрел на бескрайние просторы, гигантскую главную гору и бесконечный водопад, который создавал целое море внутри опасной земли. Именно здесь начинались его настоящие испытания. Ло Фэн понимал, что в этих местах скрываются бесчисленные сокровища, но вместе с ними и смертельные угрозы. Особенно опасными были духи потока воды, загадочные существа без разума, способные уничтожить даже могущественных мастеров Вселенной. Несмотря на риск, Ло Фэн все же вошел в водный домен, решив начать свое первое серьезное путешествие в океане Вселенной. Параллельно нам показывают мастера огненного камня. Он по-прежнему сомневается в силе Ло Фэна и считает, что человечество слишком сильно помогает ему, надеясь вырастить нового великого эксперта. Однако очень скоро ситуация резко меняется. Во время исследования водного домена сам мастер огненный камень сталкивается с ужасающим противником, мастером Ань Юном из клана Божественного Ока, одной из сильнейших рас первой эпохи Вселенной.
Пространство вокруг оказывается запечатано, а враг использует могущественное истинное сокровище, полностью перекрывая пути к отступлению. Понимая, что находится на грани смерти, мастер Огненный Камень впервые сам отправляет сигнал о помощи через виртуальную вселенную. Ирония ситуации заключается в том, что совсем недавно он насмехался над возможностью того, что Ло Фену придется просить помощи у других. Тем временем сигнал получает и Ло Фен. Несмотря на прошлые конфликты и презрение со стороны Огненного Камня, он без колебаний отправляется на помощь союзнику. Но сможет ли Ло Фен успеть вовремя? И что произойдет при встрече с одним из безумных экспертов первой эпохи Вселенной? Это мы уже разберем в следующем ролике.